Здравствуйте! Сегодня мы познакомим вас с одним из самых интересных экзотических орехов. Это бразильский орех, который также еще называют американским орехом. По названию нетрудно догадаться, что бразильский орех родом из одноименной страны. Хотя произрастает он по всей долине реки Амазонки, на территории Гвианы, Венесуэлы, Боливии и части Перу. На сегодняшний день самым крупным экспортером ореха является Боливия. Эта страна ежегодно продает около 10 тысяч тонн ореха, что составляет 50% от мирового производства. 40% орехов собирают в лесах Бразилии, остальные 10% приходятся на Перу и некоторые другие страны. Орехи, которые экспортируются из этих стран, собирают в лесах, поскольку хорошие урожаи дают только деревья, произрастающие в дикой природе. Героя нашего сегодняшнего видео называют орехом не потому, что он им является в биологическом смысле, а потому, что по внешнему виду, вкусу, текстуре и запаху он больше всего похож на орех. На самом же деле это зерно, или семечко из плодов бертоллетового дерева. Чтобы увидеть, как растет это дерево, нужно отправиться в леса экваториального и тропического пояса Южной Америки. Эти деревья самые крупные во влажных тропиках Амазонии и являются монотипным родом южноамериканских семейств лецитисовых. Представляет эти семейства единственный вид Бертоллетия высокая. Дерево Бертоллетия, в некоторых источниках Бертоллеция, названо так в честь великого французского химика Клода Бертолле. Выглядят деревья поистине монументально. Они могут достигать в высоту 45 метров, при диаметре ствола 150-200 сантиметров. Деревья живут долго, иногда более 500 лет. Растет дерево бразильского ореха необычно. Ствол прямой, и практически 75% дерева не имеют боковых ветвей, а остальные 25% образовывают шарообразную крону, поэтому издалека он выглядит как шарик на длинном стержне. Листья с плодами находятся почти под самой верхушкой. Бертоллетия очень красиво цветет зеленовато-белыми цветами. Нектар цветков бразильского ореха очень сладкий. Аромат, собранных в кисти цветков, привлекает орхидейных пчел. Только они со своими длинными хоботками могут опылить растения, поскольку только им удается преодолеть сложные изгибы цветка с пыльцой на лапках. Благодаря им через год появляются плоды. Другие насекомые попросту не могут проникнуть внутрь цветка бертоллетии, сплетенного капюшоном. Естественно, нет переноса пыльцы с мужских цветков на женские, нет и завязей плодов, в которых созревают зерна, впоследствии становящиеся бразильскими орехами. Этих пчел не бывает в местах с разрушенной экосистемой, а без них дерево почти не дает урожая. Поэтому дерево бразильского ореха, высаженного на плантациях, практически не плодоносит. Приносить урожай дерево начинает лишь на 12-й год жизни, но в период активного плодоноса за сезон с одного дерева можно собрать более 200 кг орехов. Собирать орехи с такого исполина, сами понимаете, чрезвычайно нелегко, да это и не нужно, ведь созревшие плоды сами падают на землю. Вот почему испанские колонисты, впервые вкусившие сладких, питательных бразильских орехов, назвали их «даром Господним с небес». Бразильский орех не делится на половинки, как его истинные собратья. И если бы вы увидели плод Бертоллетии вживую, то, скорее всего, решили бы, что перед вами кокос. Но стоит его расколоть, и вместо белой мякоти перед вами предстанут крупные продолговатые зерна, укрытые кожурой. Скорлупа бертоллетового плода хотя и тонкая, но очень прочная. Если при падении она не раскололась, приходится постараться, чтобы извлечь лакомство. В этом весьма преуспели обезьяны, одни из главных ценителей бразильского ореха. Так, обезьяны-капуцины умеют вскрывать бразильские орехи при помощи камней, они просто расколачивают плоды об острые камни. Посмотрите, как они это делают. But then there's just photos quickly. So when you strike the nut hard enough to crack the nut, you're gonna just gouge out a bit. I mean, it's slow. For sure they're tips, and because repeated use, they also don't choose the force on it repeated, so it takes. It's a frustrating business. For the job, but it takes all his strength to lift it.
significant moment. Capuchins only survive here by being smart and learning from trial and error. Much frustration any monkey can take. Time to think this through. К слову, именно богатый животный мир Амазонии способствует естественному распространению бертоллетии. Например, очаровательные зверьки-агути – родственники морских свинок. Они, наевшись досыта вкусным лакомством, зарывают остальные орешки в землю, про запас. А потом забывают, где спрятали клад. Как это похоже на историю с нашими белками и желудями, не правда ли? Часть семян, спрятанная в почве на открытых, солнечных местах, благополучно прорастают, давая жизнь новым деревьям. Но большинство семян агути сажает в тайники во время сезона дождей, и молодые саженцы могут годами ждать в состоянии покоя, пока упавшее дерево не сделает доступным солнечный свет и растение вновь начнет расти. Именно таким способом бертоллетия размножается в дикой природе. Нужно сказать, что наряду с капуцинами, агути являются единственными животными, способными раскалывать бразильские орехи, в основном, благодаря своей физической силе и исключительной остроте зубов. На одном конце оболочки ореха есть небольшое отверстие, которое позволяет агути разгрызать ее. Затем они съедают одни семена внутри, а другие закапывают для дальнейшего использования. Наблюдать за этим очень забавно. Теперь давайте поближе посмотрим, что представляет из себя плод бразильского ореха. Этот орех один из самых больших орехов в мире. Плоды представляют собой коробочку округлой формы диаметром от 10 до 30 см, которая по внешнему виду напоминает кокос. Вес плода может достигать 3 кг. Внутри коробочки содержится от 18 до 20 семян, заключенных в твердую шероховатую и продолговатую скорлупу с 3 гранями. Семена располагаются в коробочке, как дольки апельсина. Толщина коробочки 8-12 мм. Ядра кремово-белого цвета покрыты светло-коричневой шелухой. Очищенное ядро весит около 10 грамм. Свежие плоды бертоллетии, влажные на ощупь, без прогорклости, имеют приятный аромат. При надламывании издают хруст. Прочная скорлупа – это результат эволюционной борьбы с попугаями ара, поедающими орехи. В течение веков скорлупа ореха и клюв попугаев становились все прочнее. Расколоть скорлупу ореха не так-то просто. Чтобы представить ее твердость, посмотрите, как женщина попытается расколоть этот орех. Pensa num negócio duro. Tentei com a serra, não deu. Tentei com o martelo, não deu. Então agora a única solução é a marreta. Porque olha, o negócio tá difícil, hein? Tá duro, hein? Então vamos lá, a marretinha aqui, ó. Не зря из-за массивных твердых плодов одиночные деревья, растущие вдоль дорог, могут представлять опасность для проезжающих мимо транспортных средств и людей. Падающие с высоких деревьев тяжелые орехи разгоняются до больших скоростей и могут даже убить человека. Это же относится и к периоду сбора орехов, когда плоды весом от 1 до 2 кг могут упасть на сборщика орехов с высоты 9-этажного дома. Бразильский орех для торговли собирают в джунглях местные жители или наемные работники. Деревья высокие, ствол гладкий, забираться опасно, поэтому плоды чаще собирают с земли, 200 кг с одного дерева. Сбор орехов приходится на период с ноября по март в сезон дождей, когда большая часть плодов с деревьев падает на лесную подстилку.
Уборка урожая осуществляется вручную. После созревания орехов рабочие, которых называют кастанерос, разбивают в джунглях лагеря и бродят по лесу в поисках плодов. В начале работы они обрезают небольшие ветки и лианы, которые могут помешать сбору урожая возле деревьев. Рабочие находят ореховые деревья и, вооружившись своими рабочими инструментами, панейрос, корзиной из виноградных лоз, которую сборщик носит на спине для сбора орехов, и, руками ягуара, деревянным шестом с 4 наконечниками, приступают к сбору опавших на землю орехов. Корзины носят на спине. Ремень, сделанный из веревки, проходит через голову, а другой конец прикрепляется к талии, чтобы сохранить равновесие и облегчить нагрузку. На плодоносящем дереве может произрастать до 300 плодов, а это значит, что сборщики могут собрать с одного дерева около 6000 семечек ореха. Семена извлекаются из плодов с помощью мачете прямо в лесу. Острием длинного ножа они ударяют посередине плода, раскалывая его надвое. Таким образом они извлекают все семена, которые находятся внутри плода, а скорлупу выбрасывают. Собранные семена орехов они складывают в мешки. Затем их вывозят из джунглей к реке и перевозят на лодках по основным речным путям, прибывая, часто только через несколько дней, на городские перерабатывающие предприятия. Такие, например, как в городе Пуэрто-Мальдонадо в Перу. Здесь орехи проверяются на качество, затем очищаются, сушатся и складываются в ящики. Очищенные орехи делятся на 3 категории. Орехи самого лучшего качества предназначены для экспорта. Орехи второго сорта продаются на внутреннем рынке Перу, а орехи самого низкого качества предназначены для потребления местными жителями. Город Пуэрто-Мальдонадо является основным центром переработки и экспорта бразильских орехов в Перу. Здесь на местном рынке 50-килограммовый мешок бразильских орехов можно купить за $60–70. По вкусу бразильский орех напоминает кедровый орех или фундук, но он более пресный. В состав ореха входят полиненасыщенные масла, которые под воздействием тепла и солнечных лучей быстро прогоркают. Поэтому продукт долго не хранится. Оптимально держать его в закрытой коробке в холодном месте. Плод Бертолетти является лидером по содержанию селена. В 2 орехах сосредоточена суточная потребность организма в микроэлементе. Кроме того, в нем содержится до 30% легкоусвояемого белка при минимуме углеводов. Кроме селена в бразильских орехах содержится метионин, аминокислота, которая не только помогает усваивать селен, но и нужна для выработки глутатиона, антиоксиданта, который укрепляет организм и борется со свободными радикалами. Известен орех со времен индейцев. Он всегда ценился за прекрасный вкус и высокую питательную ценность. Народная медицина ацтеков активно использовала плоды Бертолетти. Они и сейчас играют важную роль в местной кулинарии и целительстве. Испанцы первые открыли бразильские орехи в XVI веке и использовали для кормления своих голодных солдат на южноамериканском континенте. Попав на европейский континент, бразильский орех вызвал огромный интерес и всеобщую любовь. Это невероятно вкусное лакомство. Кроме того, современным ученым удалось установить, что это еще и полезнейший продукт питания. Орех употребляют как в сыром, так и жареном виде. Также из орехов производят нежнейшее масло, которое используется не только в кулинарии, но и для производства художественных красок, косметики и в качестве смазки для сверхточных механизмов и часов. Использование плодов Бертолетти не ограничивается только кулинарией, где он применяется для изготовления десертов, вторых блюд, закусок и супов. Его характеристики позволяют использовать в качестве одной из составляющих для изготовления препаратов, улучшающих сворачиваемость крови. Как и другие орехи, бразильские орехи имеют много клетчатки, белка и не содержат плохого холестерина. В небольшом количестве их назначают диетологи для снижения веса, наращивания мышечной массы и как замену жирным сортам мяса. Исследования иранских ученых показали, что если употреблять бразильский орех регулярно, то вероятность смерти от таких причин, как инсульт и инфаркт, снижается на 30%. В составе бразильского ореха присутствует небольшая доза радиоактивного радия, однако не стоит бояться, что употребление бразильского ореха может нанести вред организму. Эта доза крайне мала, всего от 30 до 250 беккерелей на килограмм, хотя это в 1000 раз больше, чем в других продуктах питания, однако большинство содержится именно в сердцевине плода и вред организму не принесет. Потребляя орехи, следует помнить, что они самые аллергенные из всех существующих орехов. Аллергия на них в несколько раз сильнее, чем на арахис или миндаль.
Если у человека имеется непереносимость любых орешков, то это противопоказание для бразильских орехов. Сегодня ежегодно в Южной Америке собирают примерно 20 тысяч тонн бразильского ореха и экспортируют его преимущественно в США. Экспортируется основная часть производства и только менее 3% используется для внутреннего потребления. Также основными потребителями бразильских орехов являются Великобритания, Голландия и Канада. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!